Олег Анатольевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы, как депутат Верховной Рады 4 созывов в прошлом, скажите, пожалуйста, вот Зеленский отвечает на предложение Владимира Путина встретиться лично в наглой манере, в наглой же манере его приспешники тоже там в своих соцсетях пишут. Скажите, пожалуйста, он искренен, просто борзой от природы, или же нет? Какую цель преследует Зеленский? То есть, ну, цель все та же — сорвать встречу. Очевидно, и Владимир Путин обозначил, что встречу будет проводить представитель России Ушаков, да, поэтому такое. А это в манере, как помните, был Порошенко и Зеленский, стадион так стадион, когда они публично проводили политику. Для того, чтобы так встречаться, надо было вести себя соответствующе. И надо что-то собой представлять. Для того, чтобы встречаться с Владимиром Путиным, надо быть Си Цзиньпином или Трампом, но точно не просроченным Зеленским. Ну, тут ведь Ну вот, дело не только в том, что он просрочен, а в том, что он еще и не отменяет и даже не вспомнил, не заговорил о том самом указе, который ему же и принадлежит, о том, что переговоры с Владимиром Путиным вести нельзя. И, по-моему, на законодательном уровне это вполне официально закреплено там у них. Разве нет? Но он не предлагает это отменить. своим указом. Да, Указом. Это решение было с СНБО, Совета национальной безопасности, которое он своим же указом. Ну, это, знаете, как хозяин своего слова. Он своим указом запретил, своим указом может разрешить в любой момент времени. Другое дело, что это с точки зрения, ну, как бы украинских националистов, таких алармистов, это как бы сдача назад. Поэтому вот Зеленский пытается разыграть в такую игру, как будто бы вот он такой молодец, он идет на грозу, да? Помните, был такой советский фильм да. «Иду на грозу»? Меня в честь инженера назвали из этого фильма когда-то родители физики. Скажите Вот. тогда, вот он встречается, Зеленский встретился уже с Макроном, Стармером и Мерцем. И это встреча союзников, или вот как вы считаете, о чем они там договаривались и о чем договорились? Они серьезно настроены Зеленского поддерживать? Или, может, это просто видимая картинка, где они сидят, улыбаются? Кстати, история про Кокс, да, про вот этот самый пакетик, который Макрон, когда камера включилась, быстренько убирает под локоть, это на самом деле, судя по всему, все-таки салфетка. На видео в лучшем качестве это, ну, скажем так, очевидно, что не пакет с Коксом. Да, там К видно и сожалению. салфетку, видно ложечку. Но согласись, это ведь хорошо, что они оправдываются, Да, да, да? это нет, Аж как бы получилось весело, да, я ложечки согласен. нашлись, да, осадочек-то остался, поэтому такое. Все Вообще равно они надо идти сволочи, дальше. все равно не сволочи, Надо, да. надо требовать от них экспертизу, прохождение сдачу анализов. Вы, кстати, помните, была такая штука, когда во время избирательной кампании публично Порошенко и Зеленский обвинили друг друга в том, что они принимают наркотики, потребовали друг от друга сдачи анализа в лабораторию, да, независимую какую-нибудь. А потом, знаете, что произошло? А потом встретились представители их штабов и тихонько договорились. Ну зачем нам эти Ну, неприятности? Ну действительно, мало ли зачем нам что лишний найдут. информационный шум? Да, я И что согласен. они сделали? Они каждый сдал свою личную лабораторию и тихонько опубликовали, что все хорошо. Нашли Поэтому вот выход, такое. Да. предприимчивый. Так вот, это Слушайте, действительно союзники? Они действительно готовы до конца с Зеленским? Или нет? Вот вы как видите их альянс? ну, это не так важно. Понятно, что союзники, понятно, что они выставляют его фронтменом, понятно, что они хотят, чтобы он держался до последнего, поэтому они приехали к нему, морально поддержали, собрались с духом все вместе и набрали Трампу, позвонили, да. Вот. Но на самом деле это все, вот, если смотреть по-крупному, то Трамп и Путин обыгрывают. Видно, что все идет по их сценарию. Вот четко, последовательно, продуманно, пока идет по сценарию, который, очевидно, был согласован заранее. Встреча-то в Стамбуле состоится, как вы считаете? А нам все равно. А Вот если нам все она не равно. состоит... Нам Да, все да, да. равно. Подождите, вот такая ситуация разыграна, что если она состоится хорошо, а не состоится еще лучше.
Интересно. Поэтому да, вот это надо было так сделать. Так Да. получается, Украина вынуждена сейчас ехать в Стамбул делегацией. Но это вообще была катастрофа. Ему как собачке поступила команда, и он тут же сказал, это был, как это у стендап-копиков называется, реприза, да? Он прямо сходу они выдали, о том, что я тогда еду лично и так далее, Нет, да, сначала вот. нет. Сначала они там Нет? что-то невнятное начали говорить, а потом, видимо, он созвонился с коллегами и выдал. Я готов ехать лично. Это было все-таки не с первой попытки, не с первой. Сначала звучали и Понятно. от него, и от Ермака звучали там Слушайте, какие-то ну пространные получится вещи. классно. Вот едет, Путин не обещал встречаться лично. Ему реально, Путин будет встречаться с Зеленским после всех тех гадостей, которые говорил Зеленский. Сейчас в таком формате это было бы неправильно. Встречу с Путиным надо заслужить. А теперь смотрим, что получается. Едет Зеленский, выходит Ушаков. Зеленский разворачивается, уезжает. Трамп говорит, слушайте, с этими людьми, с этой Украиной невозможно иметь дело. Все прекращаю и поставлять все, они плохие. Или Зеленский встречается с Ушаковым. Слушайте, в следующий раз приедет третий помощник Ушакова на встречу с Зеленским. Как президент будет встречаться с помощником президента. Это, конечно, унижение. Поэтому здесь, с одной стороны, реприза, да, стендапера, а с другой стороны, он все дальше и дальше загоняет все в ловушку. И все эти, и приезд европейских лидеров, и когда они все вместе, собравшись духом, звонили Трампом, и требование ультиматумом 30 дней, оно потом рассыпалось немедленного перемирия, да, на 30 дней без всяких условий. Оно все рассыпалось, потом последовательная, спокойная игра в две руки Трампа Путина. Помните, как ждали пресс-конференцию уже, когда она была поздно? Почему? Потому что, очевидно, наверное, потому что надо было созвониться, согласовать позицию. Другого объяснения нет. Если так, то очевидно, что эти позиции все согласованы. И мы это видим. Было заявление, была просьба Трампа к Эрдогану. Вдруг, непонятно почему, которая неделю назад ты не поспособствуешь проведению переговоров. Вдруг, непонятно почему. Вспомните 2-3 недели тому назад, когда у нас последовательно, все наши VIP-спикеры начали заявлять о том, что мы готовы на прямые переговоры с Украиной. Вдруг идет Без война, все предварительных плохо, условий. да? Без предварительных Без условий. предварительных Да. условий. Вдруг выходят и начинают по 5 раз на день, да. И тут даже Z-блогеры начали что ж мы так навязываемся. И тут же пошла обратная игра. Да, Трамп говорит, должно быть вот так вот. То есть видно согласованные действия. Они очевидны. Тех, кто смотрит за медиаповесткой, такого не бывает, чтобы так просто вот сегодня сказать, ты говоришь А, и тут же там через время Б говорят из-за океана. Спасибо. Ваши слова, да богу по уши. Вот так закончим наш сегодняшний эфир. Олег Царев, депутат Верховной Рады 4 созывов. Благодарим за участие. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин был здесь, как я обычно заканчиваю